Давно обещал записать это видео. Да, сегодня мы с вами поговорим о хеджировании фьючерсов опционами для внутридневной торговли. Не путать, то есть не про спот, не про какие-то долгие позиции, а внутридневные. Зачем это вообще нужно? Это нужно для тех, кто торгует, допустим, без стоп-лоссов. Да и в принципе со стоп-лоссами, да, потому что это немножечко другая механика происходит и намного удобнее получается. Так, давайте по порядку. Там будет несколько вариантов. Начнем с первого. Это у нас изолированная маржа на фьючах и опционы. Почему изолированная, я сейчас чуть попозже расскажу, и в чем разница между кросс-маржой. Так, у нас есть фьючерсы, да? Давайте про плечи сначала. Да, мы подбираем плечо таким образом, чтобы у нас цена ликвидации могла попасть во внутридневной диапазон. Ну, АТР считать как бы по биткоину смысла нет, потому что если мы посмотрим на график, да, мы можем неделю или 10 дней как бы стоять в каком-то узком диапазоне, да, потом какой-то один день там у нас может быть 7% движения и так далее. То есть АТР считать это такое средняя температура по больнице, то есть ничего он нам не дает. Ну, примерно мы можем как бы прикинуть, да, что у нас там может быть движение, там, допустим, в 5 долларов. Ну, 5000. Да, или там 3000. То есть вы примерно посчитайте, когда я вам сейчас все расскажу, да, кому как удобней. И кто как думает, чтобы вы сами немножечко поднастроили все это дело. Допустим, вводим там любую маржу. Да, это у меня кросс, сейчас переключусь. Изолированная. У нас есть цена ликвидации, допустим, 115 тысяч. Да, сейчас... это 50-е плечи. Давайте на 20-х будем рассказывать. Потом вы там уже сами как удобно себе сделаете. Есть ликвидация 111 500. Да, вот она пишется здесь. Переходим на вкладку с опционами. Ну, то есть, понимаете, да, вот поставили какую-то сумму. Здесь не важно какая там, 100 долларов. Ну, здесь как бы денег нет у меня на этом аккаунте. Без разницы, там цена ликвидации не изменится. Хоть 1000, хоть 100 тысяч. 111 600. Переходим на вкладку с опционами. Да, ну так как еще утро, да, в 11 у нас будет экспирация. Мы как бы вот этот брать не будем, который сегодня экспирируется, да, возьмем завтра. Но вообще лучше как бы, ну, торговать уже после 11, когда пройдет экспирация и будет ближайший контракт. Да, что мы видим? Вот здесь вот у нас на центральных страйках в течение дня, ну скажем так, с 11 до 11, вот эта вот временная премия, она меняется там, ну, 10-15%. Да? То есть мы сейчас берем допущение и учитываем эту временную премию. Да, вот в этом варианте именно. В первом, да. Сейчас она там 880, да, сейчас после 11 она будет поменьше. Ну, в среднем, допустим, возьмем 700 долларов, да, на центральных страйках. Зачем нам эта сумма? Сейчас объясню. То есть, когда цена подойдет, допустим, к нашей ликвидации, ну, 11 500 здесь нет, пусть будет 112, да? То есть, у нас здесь будет тоже там в течение дня плюс-минус 700 долларов стоит, да? Допустим, мы открываем позицию на 700 долларов по биткоину там, с 20 плечами, да? С ценой ликвидации там 111 500. Мы, во-первых, мы
на 111, ну 111 500 страйки, нам нужно взять один контракт. Ну, с учетом того, что когда как бы цена, если сюда подойдет, да, то у нас с учетом временной стоимости мы получим те же самые $700. Не знаю, поняли вы или нет, но это примерно так и есть. Но это работает только внутри дня. И еще мы себя немножечко перестраховываем и берем не на страйке 111 500, а берем чуть-чуть поближе. Ну, где-то на 1000. То есть не 111 500, а 112 500. Ну, здесь его просто нет. Ну, иногда бывает, иногда не бывает. 112, ну, там 113. Неважно, берем. Да, стоит это нам $35. Для чего мы берем поближе? Это, во-первых, перестраховка, да, когда начнется движение, чтобы у нас опцион по лимиткам закрыло, когда будет ликвидация по фьючеру. Ну, то есть, понимаете, у нас фьючер схлопывается, да, по ликвидации, а здесь у нас получается та же прибыль. Ну, то есть, это мы не зарабатываем, это мы просто как бы хеджируемся. То есть, если наша идея не сработала по фьючерам, да, и рынок прошел против нас, мы как бы не зарабатываем, но мы и не теряем. Но мы можем заработать, к вопросу о том, зачем берем поближе. То есть у нас может какая ситуация получиться. У нас, допустим, опцион схлопывается по лимитке. А надо ставить лимитки, сейчас я расскажу попозже. Да, а фьюч у нас не ликвидируется. Ну, то есть бывают такие ситуации. Да, то есть мы по опциону получаем как бы наши $700. Потом цена идет вниз. Это, конечно, не каждый раз, но такие ситуации как бы в течение года там будут несколько раз уж точно. И фьюч как бы откатывает. И то есть и по фьючу мы забираем. Бывают также как бы какие ситуации. Допустим, цена пошла в нашу сторону, как мы и думали, допустим. Мы забираем прибыль по фьючу. Опцион у нас остается. Но когда как бы цена пошла по фьючу в плюсовую сторону, опцион у нас сильно дешевеет. Ну, то есть, если мы его условно покупали, там, допустим, за $35, да, здесь просто нет этого, ну, будет он стоить условно 5. Да, я их никогда, честно говоря, не продаю потом. Потому что все равно есть шанс на какое-то большое движение, и что они вообще могут выйти в деньги. Ну, то есть, тоже, опять же, это бывает, естественно, не часто. Но зато, когда бывает, вы можете как бы получить там большой профит. Да, такие ситуации бывают там несколько раз в год. Да, когда у нас большой либо большой рост. Ну, большой рост редко бывает, в основном большое падение. Да, там на 10% там, за день. А то обычно это бывает в моменте, за час. И поэтому вот в надежде на это, ну потому что $5 как бы нам не сильно там нужны. Именно в данном случае, а можем получить гораздо больше. Так, что касается этих. Если у вас небольшой объем по опционам, да, я беру по рынку всегда. Ну, то есть размер предложения. Ну, здесь вот небольшое. Да, если у вас как бы позиция небольшая, то берите по рынку. Смысла нет там выцыганивать что-то там, какие-то копейки. Потому что может не исполниться. Или исполнится частично. И цена улетит, а фьючер уже взяли, допустим. Либо брать сначала опционы, потом заходить во фьючер в позицию. Если, конечно, объем большой, то лучше и лимитками. Потому что
здесь вот этот объем, который предложение вы, допустим, выберете, по какой цене будет следующее, как бы непонятно. Так, как ставить лимитки? Сейчас объясню. Ну, вообще, как покупать. Подождите. Войду. В эту, тут что-то вышло там. Вышло из аккаунта эта история. Покажу, как может кто-то не знает, как ставить лимитки, как покупать. 5 секунд. Так, как покупать? Самый дешевый возьмем. Так, дать. Да, вот здесь мы выбираем либо лимитка, либо рынок. Я по рынку сделаю, покупаем. Вот у нас позиция. Здесь также, когда нам надо будет продать, да, в зависимости от позиции, мы тыкаем сюда лимитный ордер, да, здесь мы пишем цену такую, чтобы у нас вот здесь вот была циферка маржи по фьючам. Ну, то есть, понимаете, если мы там на $700 зашли, то цену ставим здесь такую, что здесь получилось $700. Я думаю, что это всем понятно. Ну, надеюсь, по крайней мере. Какие минусы в этой истории все есть? Первый. Это когда цена внутри дня зависает. Ни туда, ни сюда. Ну, допустим, она пошла против вас, но не дошла до цены ликвидации по фьючам и, соответственно, по опционам у вас тоже нету как бы плюса, то есть это не нейтральная позиция, то есть у вас не будет одновременно, допустим, одинаковый минус по фьючам и плюс по опционам. Это сейчас мы дальше поговорим о втором варианте. Что мы делаем? Если, допустим, до 11 вечера, это я сейчас время московское, всем говорю, до 11-12 мы либо фиксируем убыток, если, допустим, он небольшой, либо мы берем опционы на следующую дату. В зависимости от ситуации. Что дешевле. И ждем как бы дальше. Насколько часто это будет происходить, это будет зависеть как бы от плеч. Ну, от того, как рынок будет ходить. Если он как бы зависнет, вот как здесь там, да, 116, 114, 115, да, то здесь уже там посмотрите по ситуации. Либо фиксироваться, либо покупать опять опционы и ждать. Все будет зависеть от этого. Плюсы. Плюсы по стопу, допустим, поставили вы стоп. Да. Его выбило, вы деньги потеряли. То есть никто вам уже не вернет. Вы можете перезаходить, еще что-то делать. Но как бы эти деньги уже все, они потеряны. Здесь как бы если у вас там был какой-то уровень и вас вынесло, да, сняли ликвидность, что у вас как бы не ликвиднет. Вы как бы рынок, если дальше пойдет в вашу сторону, вы заработаете. Как-то так. И мне, ну, психологически мне как бы удобнее работать с опционами. То есть, если стоп-лоссы жалко, да, то как-то опционы почему-то не так жалко, да, даже если они сгорают. Не знаю, психология какая-то. Может, это только у меня так. Не знаю, но мне как бы психологически проще
с ними работать. Так, что я еще? Ну, то есть, понимаете, да, вот у нас 111 500 ликвидации, ставим 25 плечи, уже 113, 50, 115. На что это влияет? Понятно, что логически как бы думать, чтобы это все закрывалось день в день, как бы нам надо ставить плечи больше. Но здесь есть нюанс в виде того, что чем больше плечи, тем ближе опционы центральным страйкам, да, тем, соответственно, они дороже. Вот и все. То есть, если вам там надо было 35 баксов заплатить, да, и есть шанс, что как бы цена пойдет в вашу сторону, и как бы вы получите прибыль. Большие шансы. И вы всего платите 35 долларов как бы из прибыли, из своей, что не очень много. То если мы берем плечи больше, да, вот сколько там, 50, это у нас 115. Да, если мы еще перестраховываемся, нам надо будет взять на единицу побольше, там 116, да, а это уже, извините, 300 баксов. А то если мы берем здесь 300 баксов, то нам как бы прибыль надо еще больше. Да, это уже, ну, наверное, не очень прикольно. Поэтому я и выбрал, ну, на основе опыта как бы вот эту схему первую. Да, потому что так, ну, реально дешевле всего это обходится. Так, ладно, давайте погнали. Второй вариант. Второй вариант. Мы можем как бы посчитать хедж, чтобы у нас позиция была нейтральная. Постоянно. Мы в опционах уже не учитываем вообще временную стоимость. От слова совсем. И берем то количество, чтобы она у нас постоянно была нулевая позиция. Ну, пока, соответственно, цена не перейдет барьер стоимости опциона, и только потом мы будем получать прибыль. Это дорого, скажу я вам. Да, мы рассчитываем объем, учитывая дельту. Ну, то есть, если у нас дельта 0,6, мы посчитаем. Да, то есть нам опционов надо взять больше, чем объем нашей позиции на Господи, если здесь 60%. Почему у нас движение, голова не работает с утра. У нас на одну единицу движения базового актива опцион будет дорожать на 0,6. Ну, то есть, понимаете, на опционов надо больше. Если у нас там позиция, допустим, 1 биткоин, то здесь нам надо на 40% больше. Так, сейчас посчитаем. Ну, где-то 6, 7. Один и 6, где-то 1,7, если я правильно посчитал. Ну, вот, сами пересчитайте, если что.
Ну, то есть, понимаете, да, у нас здесь 809, допустим, стоит. Там у нас позиция в 1 биткоин, да, 116 тысяч. А здесь нам надо 1,6. То есть это будет где-то там 1000 с чем-то стоить. Да, мы потом можем, как бы, это понятно, что продать. Да, но продать, опять же, давайте посмотрим, сколько у нас останется. То есть у нас здесь потери будут как бы приличные. То есть 1000 плюс. Мне кажется, нам дешевле пусть несколько раз там отдать там по 35, там по 100 долларов, чем как бы мы здесь получаем такой убыток. Ну, то есть если у нас цена опять же между диапазоном зависает, то мы как бы здесь опцион закроем за большим минусом. Поэтому этот вариант как бы, ну, имеет место быть, но он не так интересен с финансовой точки зрения. Но как бы вы будете в любой момент как бы, как сказать-то, ну, нейтральная позиция у вас будет. Ну, соответственно, до экспирации. В момент экспирации, как бы, понятно, что все это закончится и схлопнется. Так, разница между кросс-маржой и, господи, изолированной. При изолированной у вас есть цена ликвидации, да, которая как бы схлопнется сама. Здесь вы поставили лимитку в опционах, здесь у вас как бы и так она закроется. Все понятно. При быстрых движениях как бы вам руками ничего делать не надо. По сути. Все работает автоматически, так сказать. Да, но есть нюанс. Когда я вот еще до этого не дошел, а что брал на единицу поближе опционы для хеджирования, что получалось? У вас как бы немного опцион по цене до лимитки не доходит. Ну, то есть там совсем копейки. А фьюч ликвидируется. Потом цена откатывает резко, особенно вот на эфире, я там писал в группе, как бы было несколько раз. Цена резко откатывает. Опцион у вас, соответственно, дешевеет. И вам приходится руками бегом-бегом как бы его закрывать, и все равно у вас получается убыток. Это как бы не очень удобно. Это вот с изолированной маржой. Если бы была бы кросс-маржа, то как бы, ну, ничего не произошло, по сути. Но при кросс-марже вам придется закрывать это все руками. Ну, то есть у вас по фьючу ликвидации нет. По опциону у вас как бы идет прибыль, если еще все это на одной бирже. Да, то есть вам тогда надо будет следить, просто как бы сидеть возле компьютера и смотреть, когда у вас как бы дельта по этим позициям будет, ну, достаточно вам, скажем так. Либо для прибыли, да, либо они у вас выйдут в ноль, допустим, если цена идет против вас и вам, как вы это все закрываете вручную. Ну, вот в этом разница. Поэтому кому как удобнее, как бы у кого сколько времени есть там следить и так далее, там сидеть возле компьютера, то вот выбирайте, в этом разница. Другой там особой разницы никакой нет. Теперь давайте перейдем к третьему варианту. Ну, то есть первый это у нас, мы по цене ликвидации покупаем, ну, опционы, да, ну, цена ликвидации плюс 1000, если мы про биткоин говорим, а мы сейчас говорим про биткоин, как бы по остальным вы там подстроитесь. Второй вариант это как бы нейтральная позиция, но дорогая. Третий вариант сейчас можно поставить плечи ниже. Ну, допустим, ставим, не знаю, 5-10 плечо. Набираем позицию лесенкой. Может, не за один день это будет, там, за 2, за неделю, не суть важно. Набираем позицию лесенкой.
И если уже подходит, допустим, к цене ликвидации, ну, там, допустим, осталось ход цены, там, не знаю, 5000 или 3000. Ну, когда уже, как бы, вы понимаете, что вы очень сильно ошиблись, потому что, ну, по сути, как бы, лесенка, это вы усреднялись, и в итоге доусреднялись. Такое бывает не часто, если грамотно делать, да, там тоже 1-2 раза в год. Но бывает. И вот когда остается уже совсем чуть-чуть, вы начинаете покупать опционы, чтобы захеджировать риск свой. Как бы это тоже нормальная стратегия, но есть нюансы. Опять нюансы в виде быстрого движения цены, которое тоже бывает 1-2 раза в год. Да, это когда одной соплей на 10%. И, ну, если там с пятыми плечами. Ну, хотя в какой момент это, смотря, произойдет, как бы, тоже может вынести. То есть здесь есть вот этот минус. Он будет проявляться нечасто, но зато, если проявится, как бы, вы можете попасть. Опять же, у кого какой риск менеджмент. Да, если вы, как бы, набираете позицию, общий процент от депозита, я не знаю, маленький, да, и вы можете, как бы, эту позицию потерять, ничего там не случится глобального, да, то вы можете этот метод использовать, как бы, и вам придется покупать опционы нечасто, но если вы грамотно будете, как бы, набирать позиции. Да, и так тоже можно делать. И, наверное, если там не котлетить, то вполне неплохой способ. И ты себя, как бы, обезопасишь, и в то же время ты можешь, как обычно, работать без стопов, как делает большинство. Но это, наверное, все-таки больше пятых плечей касается, чем десятых, потому что десятые, как бы, могут вынести вообще за день. На 10% движения, как бы, мы видели не раз такие сопли. Так, сейчас еще посмотрю, про что я вам не рассказал. Так. Так, в общем и целом, вроде все. Я сейчас, честно говоря, сам фьючами особо не торгую. У меня там другие разработки. У меня там чисто по опционам. Есть стратегии, которые дают месячную доходность неплохую. И еще там над одним продуктом работаю. Пока не буду рассказывать над каким. Так, ну с этим, надеюсь, все понятно и ясно, как это работает. Кто не смотрел по опциону, как бы вообще ничего не знает, тот, ну, пусть какое-то видео ознакомительное посмотрит. У меня там есть на канале, где максимально доступным языком я попытался рассказать. Так, ну еще по этому, по первому варианту, как бы, можно двухдневные брать. Ну, то есть с экспирацией не на следующий день, а через день. Они там не сильно дороже, да, если там посмотреть, не знаю, там 113 страйк. Здесь он там стоит. Ну, видите, здесь, как бы, справедливая цена 34, да, а это по 45 пытаются продать. Ну, за 33 вы не купите, потому что здесь он покупатели есть по 40. Ну, давайте посмотрим. Так, это какой там был? 113, да, 45. Цена покупки. Здесь 85. Ну, то есть с 20 плечами, да, это у нас получается, чтобы это все окупить, вам надо будет, чтобы биткоин прошел там 1000 движения, и у вас уже окупится, как бы, опцион.
Ну и даже прибыль какая-то там останется. Поэтому с этим можно работать. Мне кажется, это удобнее, чем стоп-лоссы. Так, на этом все. Если я что-то забыл рассказать, то спрашивайте в комментариях, я напишу, ну, отвечу. Поэтому как-то так пользуйтесь. В общем, все. Всем пока.